Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. И вязать мы сегодня с вами будем очень интересный узор, квадратики, узор ажурный из сложных столбиков. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего узора с 27 воздушных петель. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Мы с вами выполнили цепочку из 27 воздушных петель. И приступаем к выполнению ряда столбиков с накидом и воздушной. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с накидом, и одну воздушную петлю арки, накид, и ввожу крючок в 7-ю петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И провязываем столбик с накидом. Далее 1 воздушная, накид, я пропускаю воздушную и в следующую ввожу крючок, столбик с накидом. Далее воздушная, пропускаем и столбик с накидом. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Обращаю ваше внимание, что раппорт в ширину у нас с вами 8 петель. Мы будем с вами провязывать 3 раппорта. 8 умножить на 3 это 24. И 3 петли добавляем для симметрии. Раппорт в высоту у нас с вами 2 ряда. Итак, мы вяжем с вами до конца ряда. Повторюсь. Мы выполнили наш ряд, это подготовительный ряд, и приступаем к выполнению сложных столбиков. Очень внимательно я провязываю 8 воздушных петель, из них 7 это воздушные петли подъема. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8-я воздушная петля это петля арки. Далее работу разворачиваем. Я выполняю 2 накида на крючок и ввожу крючок в 4-ю петлю от крючка. Считаем 1, 2, 3, 4. И провязываю накид. Вновь 2 накида на крючок. Пропускаю воздушную. В следующую воздушную ввожу крючок. И провязываю накид. Далее накид и очень внимательно пропускаю вершинку воздушную и в следующую вершинку ввожу крючок и провязываю незавершенный столбик с накидом. И теперь я буду провязывать по 2 петли на крючке. И считаем 1, 2, 3, 4 и 5. Провязали. Вот такой сложный столбик у нас с вами получился. Продолжаем работу и вяжем арочку из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Далее все последующие столбики у нас с вами будут на основе столбика с 5 накидами. 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрите, я пропускаю вот первую ячейку, вторую, третью и вершинку столбика ввожу крючок и провязываю столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Продолжаем работу. Воздушная. 2 накида на крючок. Я пропускаю первый накид и в следующий накид я ввожу крючок и смотрите, захватываю накид и нить столбика. Провязываю и провязываю. 2 накида. Опять пропускаю накид и в следующий накид ввожу крючок, захватываю 2 нити.
провязываю и провязываю накид. И выполняю опять накид на крючок, пропускаю воздушную вершинку, незавершенный столбик с накидом. И теперь по 2 петли на крючке провязываем. Считаем. 1, 2, 3, 4 и 5. И вот такой красивый сложный столбик у нас с вами готов. И видите, вот уже у нас получается вот такой квадратик. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И еще раз повторим выполнение нашего столбика. 5 накидов на крючок. Пропускаем 1, 2, 3 сегментика, или видим, да, наши такие ячеечки. И провязываем столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее 1 воздушная, 2 накида, пропускаем и провязываем. 2 накида, пропускаем и провязываем. Накид, пропускаем и провязываем. И теперь провязываем по 2 петли. Все точно так же, как и ранее, мы просто повторяем выполнение нашего столбика. Вот такая красота у нас получается. Вы вяжете до конца ряда. У меня ряд завершается, поэтому мы завершим его вместе. Арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 накидов на крючок. Прижимаем хорошо пальчиком, пропускаем 1, 2, 3, вершинку ввожу крючок, провязываю столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе. Воздушная, 2 накида, пропускаю накид, следующий накид и нить столбика, провязываем накид. Первый, 2 накида, пропускаем накид, следующий накид и нить столбика и провязываем накид. И теперь очень внимательно я пропускаю воздушную, и во вторую воздушную от вершинки, видите, я ввожу крючок, незавершенный столбик с накидом. И теперь по 2 петли на крючке. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Наш с вами ряд сложных столбиков завершен. Вот такая красота получается. И мы приступим к выполнению второго ряда нашего раппорта в высоту. Повторюсь, раппорт в высоту 2 ряда. Продолжаем нашу работу. И второй ряд нашего раппорта в высоту мы вяжем 3 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с накидом, и 1 воздушная петля арки. Работу разворачиваю. Накид и вершинку столбика провязываю столбик с накидом. Далее воздушная, накид, и я пропускаю воздушную очень внимательно. Именно в петлю ввожу крючок, следующую, не под арочку, а именно в петлю, и столбик с накидом. Воздушная, накид, опять пропускаю петлю и следующую столбик с накидом. Воздушная, пропускаем и в следующую петлю. У нас получилась вершинка, да, столбик с накидом провязываем. Вот таким образом мы с вами вяжем до конца ряда. Давайте я выполню еще воздушная, столбик с накидом, воздушная, и опять же пропускаю воздушную, столбик с накидом в следующую петлю. Воздушно, немножко быстрее будем вязать. Мы с вами это все проговорили, просто повторяем. И еще раз пропускаем и вершинку столбик с накидом. Так мы вяжем до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего ряда. Воздушная, накид, и очень внимательно я пропускаю воздушную
Вот видите, от вершинки. Первую воздушную пропускаю, во вторую воздушную захватываю 2 нити и провязываю столбик с накидом. Мой ряд завершен, и мы находимся на изнаночной стороне нашего полотна. Вот такие окошечки у нас с вами получаются. Итак, наш узор смотрится по лицевой стороне. Напоминаю, раппорт в ширину 8 петель, раппорт в высоту 2 ряда. И давайте начнем выполнение следующего ряда. Это будут опять же наши сложные столбики. Повторим выполнение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных. Напоминаю, 7 это петли подъема и 1 воздушная петля арки. Работу разворачиваем. 2 накида на крючок. И 1, 2, 3 в 4 петлю мы провязываем накид. Далее 2 накида, пропускаем петлю воздушную и в следующую провязываем накид, вершинку столбика, и теперь незавершенный столбик с накидом провязали, и теперь по 2 петли считаем: 1, 2, 3, 4 и 5. Поправляем, и вот наш столбик готов. В начале ряда он на основе воздушных петель, далее он будет на основе столбика с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных и 5 накидов на крючок. 3, 4, 5. Вводим крючок в вершинку столбика, пропустив 3 ячейки. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе. Столбик с 5 накидами готов. И мы провязываем с вами воздушную. 2 накида, пропускаем. И я немножко быстрее буду вязать. Мы просто с вами повторяем: 2 накида, пропускаем и провязываем. Накид, пропускаем и провязываем. И теперь по 2 петли на крючке. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5. И наш сложный столбик готов. Видите? И давайте еще раз повторим. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали воздушное. Видите, узор вяжется очень быстро, достаточно просто. Главное, внимательно вяжите. Провязываем еще один накид, далее накид и вершинку. И считаем: 1, по 2 петли, 2, 3, 4, 5. И видите, мой ряд уже завершен. И как мы и договаривались, арочка из 5 завершаем наш ряд. 1, 2, 3, 4, 5. 5 накидов на крючок. 3, 4, 5. Вершинку. Провязываем столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная. 2 накида и провязываем наш столбик, как и предыдущие. Провязали 2 накида, пропускаем накид. Провязали накид, и здесь очень внимательно одну воздушную пропускаем, в следующую я ввожу крючок и провязываю. 1, 2, 3, 4, 5. Наш с вами ряд завершен. Повторюсь, раппорт в ширину 8 петель, раппорт в высоту 2 ряда. И далее опять же 1, 2, 3 петли подъема, 1 воздушная петля арки. Работу разворачиваем, накид и приступаем к выполнению
второго ряда раппорта в высоту. Очень просто вяжется, сам узор запоминается, ну, буквально за несколько минут. То есть вы провязали первые 2 ряда и уже все запомнили. Поэтому получается очень интересно. Давайте. Напоминаю, мы находимся на изнаночной стороне, и вот по лицевой стороне наш узорчик смотрится вот таким образом. Такие окошечки получаются красивые. Так вы вяжете на необходимую вам величину. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень интересный и в то же время простой узор. Вяжется очень быстро. Вот такие квадратики. Узор ажурный и состоит из сложных столбиков. Напоминаю, что раппорт в ширину у нас с вами 8 петель. Раппорт в высоту всего лишь 2 ряда. Вяжется быстро, легко запоминается, и вот такая красота у нас с вами получается. Моя авторская разработочка. Присоединяйтесь. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать этот узор. Я думаю, подойдет буквально для любого изделия, если вы скомбинируете с обычными столбиками, ну, точнее, да, с полотном из обычных столбиков с накидом, с 2 накидами и так далее. До новых встреч, творческих вам успехов. И, конечно же, огромное отдельное спасибо за то, что вяжете вместе со мной. Вот видите, узор великолепно смотрится при поперечном вязании. И хорошо также будет смотреться, если вы будете выполнять изделие сверху вниз. Вот такие вот окошечки, да, прямо у нас с вами получаются. И повторюсь, вяжется очень-очень быстро. И будет хорошо смотреться буквально из любой пряжи, из тонкой, из толстой. Все зависит от вашего желания и где вы планируете использовать такой узор. Пока-пока.